Так, а мы причалили. Остров Ибица. Погода отличная. Сегодня 11 октября. Тепло. Мы еще не выходили. Народ начал уже там выходить, но народу много. Но чуть попозже. Все равно будем стоять здесь до ночи. До поздней, до часу или до 2. Так что все успеем. Ибица. Мы вышли с корабля. Опять предлагали, как в Барселоне, купить билеты на шаттлы. То здесь билет уже стоил 14 евро на человека. Вот, мы хотим попробовать сейчас выйти пешком немножечко вот туда. Мы видели с лайнера, что люди прям большими группами туда идут. Там где-то стоянка, и, скорее всего, там такси. Посмотрим, сколько это будет, сэкономить. Получится у нас сэкономить или не получится. Сейчас все выясним. Так, вот написано: автобус 6 минут, такси 5 минут. Проходим по такому зарешоченному коридорчику к выходу. Вышли мы с порта. Вот здесь уже стоянки. Где-то сейчас здесь попытаемся найти такси. Сначала хотим поехать в старый город. Есть такой здесь с крепостью. Там посмотреть, погулять. Взяли такси. Такси по счетчику. Счетчики у них здесь в зеркалах. За посадку сразу выставляют 4 евро. И сейчас остальное по счетчику. Посмотрим. Старый город вон там, вдалеке, где крепость. Подъехали мы к городу. Ближе они не подъезжают. К этому старому городу запрещено у них. Так, по цене. По цене получилось у нас 9,70. Сначала было 7 с чем-то. Перед остановкой они так технично на что-то нажимают. И сразу появляется 9,70. Ну ладно, даже если накололи 9,70, в любом случае это получается меньше, чем 14 евро. И довезли до самого города. Да, и довезли до самого города. Но я не знаю, тут у них какая-то общая стоянка. Возможно, автобус где-то здесь рядом останавливается. Вот, то есть получается в один конец. То есть у нас лимит получается, если сравнивать с автобусом, если бы мы поехали, 28 евро. Сейчас мы потратили грубо 10 евро. Будем смотреть дальше. Старый город весь расположен на гористой местности. Не знаю, как сейчас туда забираться будем. Не очень охота лезть в гору, но посмотреть охота. Там такой весь горный городок. Здесь паромы. Можно, видимо, куда-то съездить. По идее, таксист мог и дальше нас провести. Вот здесь проезды есть. Но он что-то нас около этой променада прогулочного остановил. Здесь Марина. Небо синее, красивое, облака шикарные, настроение отличное. Я после морских болезней всяких более-менее пришла в норму. А то прям совсем мне в начале поездки было нехорошо. Красивые, яркие улочки. Вот вам низ бикини.
Кстати, посмотрела, здесь и манго у них, и Зара. Честно, правда. Какой летний вариант. Хлопок. Вот что здесь распашонки у них такие. Это как сейчас называется, муслин. Хотя, насколько я помню, раньше муслином назывался натуральный шелк. Hi. Чуть не сбили. Чуть меня не сбил. Крепость начинается. Ага. Здесь начинается. Крепость. Такое ощущение, что здесь вообще надо будет 45 градусов вверх лезть. Такие кактусы интересные на балконах стоят. И поливать особо не надо. Так, куда идем? Налево? У нас что-то все налево и налево тянет. Пошли сюда, по тротуару. Это не катон. Это сетка. Ну, какие девушки разряженные. Прям на вечеринку. Хоть сейчас. Значит, у них такое... О, какое красивое. На шнуровке. Что-то мне такое ощущение, что мне в этот магазин надо. Почему-то у меня ощущение, что мне надо туда. Так, сейчас немного. Подошли. Да, точно 45 градусов. Замок Ибицы. Castle of Ibiza называется, замок Ибицы. Ну, крепость была какая-то хорошая в свое время. Конкискадоры. Он средневековый, получается. Какие года? Не написано, да? Порто де Мар. Сигеют морские ворота. Сейчас будем здесь запыхиваться. Тоже здесь чем-то торгуют. Любители свободной ибицевской жизни. Причем не похожи на местных жителей.
Такая прелесть на деток маленьких. Прям вообще. На взрослых что-то маленький выбор. Совсем вот два платья только вижу. Не видите, пальму прям просто Да. петунки свисают. Ну, тут даже костюм эфирический. Короче, не так все страшно, как мне сначала показалось. Не сильно бывает в горку. Бывают ровные улицы. Так мягким серпантином идет. Вроде ничего, комфортно. Так немножко поднимаешься, потом улочка. Немножко поднимаешься и улочка. Но везде воняет канализацией. Направо? Нашли смотровую площадку. Вид с небольшой возвышенности. Сверху, наверное, будет красиво. Зря я радовалась. Тут такая вверх лестница. Крутенькая-прикрутенькая прямо. Я уже запыхалась. Даже вид немножко открылся. Красивый. Какой кактус. Так я не поняла, это юка или драцена. Похоже на юку. Но, возможно, и драцена. Что-то какой-то можжевельник, что ли. Скальный. Тут какая-то мельница. Интересная. Здесь даже пушки есть. Сейчас посмотрим. Значит, это, скорее всего, морской форт был. Да, стены толстенные. Посмотрите, сколько. Метра два, наверное, стены. С пушки. Вид с пушки. Так, ну здесь есть еще одна очень крутая лестница туда наверх. Не знаю, полезем мы туда или нет, на самый верх. Полезем? А, может, ты полезешь? Ой, ой, освободите меня. Ну вот последний
Вертикальный марш-бросок наш. Сейчас дойдем, посмотрим, что там. Крепость, оказывается, 7 века. Так что достаточно старенькая. Ну, конечно, вся отреставрированная. Внизу, где домики, там полностью уже все под коммерцию сделано. Есть, конечно, свой туристический шарм, но немножко теряется исторический. Все для туриста. Одни сплошные кафешки. Вид, конечно, шикарный. Так, мы еще хотим найти пляж и искупаться. Даже я сегодня купальник взяла с собой. Папа вчера у нас в Барселоне нырял. Так что я сегодня тоже с купальником. Совершенно не верится, что мы сюда залезли с воды, когда на крепость смотрели. Казалось, что она вообще вертикально вверх и не сможем сюда добраться. Ну ничего, мы молодцы. Тоже, видимо, колокольня была. Что-то сегодня только один наш лайнер. Больше лайнеров нету в бухте. По крайней мере, в этой. Так, тупик. Там тупик. Значит, идем сюда. Ой, в эти камешки можно ноги сломать. Выложены камешки, камешки, камешки. Вот немножко другой ракурс. С другой стороны. Вон там тоже какое-то укрепление старое. Старых построек, да, немного. В основном уже так застраивают для поддержания исторического имиджа, чуть под старину. Хозяин, наверное, там. Берите, такой колоритненький. Смотрите, какой фикус нашли. Просто огроменный. Мне кажется, ему лет 100 точно. Такой здоровый. Так, теперь мы постоянно идем вниз. Что тоже не очень приятно. Семенишь. Чтобы не скатиться. Музей, кстати, есть. Чуть повыше видели. Сейчас еще вот один музей. Ну все, здесь на испанском написано. Ничего не понимаем. Музей чего? Нашли мы такой домик. Мы так поняли, что это дом Колумба на Ибице. Да? Колумбус from Ибица. Здесь на английском есть. Может, здесь жил или останавливался. Короче, Колумб везде наследил. Везде успел. Авантюристом, да, он был авантюристом. Путешественником, авантюристом. Это как... Этот домик находится, как спускаться с самой верхней точки. Здесь одна тропинка, спуск. О, тут даже почтовые ящики, смотри. Я видел, здесь почтальон ходил и письма раздавал. Даже почтальона видел? С сумкой. Ух ты. Настоящие письма.
конверт. Прикиньте, почтовые ящики. Какая дверка. Старенькая. Навесы, стрелы. А, наверху? Угу. Да, навесы, стрелы. Ну, я не знаю, как здесь жить. Каждый день в гору лазить, что ли? Хотя мы видели машины, заезды есть где-то. Ух ты. Чьи-то руки. Тоже каких-нибудь знаменитостей. 95-й. Ну, что написано, но непонятно. Ну, здесь вся стена. Вся стена. Да, Пенелопа какие-то. Круз, пожалуйста. Да, где? Вот. Пенелопа Круз написано. Вот это? Это мы знаем, да. Внизу табличка написана. Вон, я думаю, где ты прочитал? Майкл. Морос Теван Бонни Бианка. Тут все подписано. Тут все подписано внизу. Ну, вот тут уже еще самодеятельность туристов, видимо. Фриц Веппер. Не знаем такого. Марио Адер. Джордж Монин. Это и актеры, и Кинематографисты. фотографисты, и даже художники. Чьи-то ноги, но табличку украли. Даже кто-то тоже руки понаставлял. Ну, я говорю, туристы, самодеятельность туристов. По-испански все. Тоже что-то рядом со стеной с руками огорожено. Какие-то остатки старых стен. Написано все по-испански. Вот так вот здесь. Все, мы уже почти спустились. Нашли такое местечко колоритное посидеть. Не могла вам не снять. Называется Ла Диспенса. На это кафе будет отдельное видео с обзором. Да, вот это спагетти нам принесли. Интересное. Спагетти даже не видно. Спагетти даже не видно. Так, Ибица, пляж Таламанка. Приехали мы с центра сюда, со старого города, меньше чем за 7 евро. Тот, который нас вез в город, точно нас наколол. Сейчас я специально наблюдала за таксометром. Она ничего не прибавила. Как было, цифра так и осталась. Тот прибавил, по-моему, евро 2, так что обращайте на это внимание. Пляж находится рядом с портом. Нам здесь, получается, до лайнера дойти всего 10-12 минут. Так что, получается, мы еще и сэкономили на транспортных услугах, которые предлагает лайнер. Сейчас посмотрим. Мы хотели в другое место ехать, а вот девушка-таксист нам как раз посоветовала этот пляж. Здесь песчаный хороший пляж. Таламанка. Вон песочный пляж хороший впереди. Так что будем развлекаться. Я купальник взяла, но здесь переодеваться негде. Целый день мотаться в купальнике не очень охота. Ну давай, папа, за нас двоих. Я сейчас уж пойду ноги помочу. Теплая? Теплая. Вот она, Ибица. Здесь вода теплая.
Вот здесь могла быть рыбалка, а я удочку оставил на корабле. Вот так вот. Никого нету. Покидать можно было бы на крючок колбасу какую-нибудь навешать с лайнера и все. Просто огроменный лайнер. Virgin. Мы вернулись на корабль, но многие, оказывается, только собираются и только выходят в город. Ну да, этот лайнер стоит до часу, до двух. В принципе, можно успеть, наверное, в какой-нибудь ночной клуб сгонять. Но мы уже набегались, мы устали. Поэтому всем удачи и пока.